Всем привет, друзья! Было ли у вас такое, что телефон в разводах и пятнах, а почистить его прямо сейчас нет возможности? У меня есть решение. Сошьем самоочищающийся чехол для телефона на основе обычной тряпочки из микрофибры. Для начала сделаем выкройку. Это очень просто. Я взяла свой телефон и обвела его на листе бумаги. Затем сделала прибавки по 2 см по бокам. И по 1,5 см сверху и снизу. Далее внизу я скруглила уголки. Готово. И вырезаем получившуюся выкройку. Готово. Далее я провела произвольную линию. Это будет карман для наушников. Итак, вот ткань, из которой я буду шить чехол. Это хлопок, кусочек льна и салфетка из микрофибра. Также нам понадобится еще пуговица и шляпная резинка. Я вырежу одну деталь из хлопковой ткани и одну из льняной. Это будет внешняя сторона чехла. Готово. Далее вырежем 2 детали из салфетки из микрофибры. Готово. Далее разрежем выкройку по линии кармана и выкроем эту деталь из хлопковой принтованной ткани, оставляя 1,5 см припуска сверху. Итак, все детали для чехла готовы, и я вырежу еще 17 см шляпной резинки. 2 внешние детали я продублирую клеевым материалом для укрепления. Вырезаю точно по форме верхних деталей и приутюживаю утюгом. Готово. Далее обработаем верх кармана. Для этого я складываю его вдвое и прошиваю на 1 мм от края. Также мы сразу пришьем деталь кармана к льняной детали на 0,5 см от края. Готово. У нас получилась внешняя сторона чехла. Затем нам необходимо деталь внешнюю и внутреннюю из микрофибры соединить вот таким образом. В той части, где нет кармана, мы пришьем внутри шляпную резинку вот таким образом. И прошиваем на 1 см от края. Готово. И теперь нам необходимо эти 2 детали сшить между собой по периметру. Вот таким образом, оставляя небольшое отверстие для выворачивания. Готово. Далее срезаем лишнюю ткань со стороны микрофибры и со стороны основной ткани делаем надсечки на скругленных краях.
Готово. И выворачиваем. Зашьем отверстие, которое мы оставляли для выворачивания. Готово. И далее заправляем часть из микрофибры внутрь чехла вот таким образом. Для закрепления я проложу строчку на полсантиметра от края по верху чехла. Готово. Вот такой отделочный шов получился. И нам осталось только пришить пуговицу. Далее вкладываем телефон, наушники и наш чехол для самоочищения телефона из обычной салфетки из микрофибры полностью готов. Посмотрите, какой яркий и удобный чехол получился. Он достаточно мягкий, что предотвращает телефон от ударов. И самое главное, это постоянно чистый экран. Каждый раз, когда мы вытаскиваем телефон из чехла, мы автоматически его очищаем. Друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И всем хорошего настроения и до новых встреч! Шейте и носите с удовольствием!